Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того, что все очень и очень плохо у Frontier Developments. То есть, это плохо будет распространяться и, конечно же, на Elite Dangerous. Обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь, поехали. Во многих своих видео я говорил то, что все, конец, будет все очень плохо и так далее, но, видимо, судя по тому, что читаю в комментариях, вы немножечко не в курсе того, что происходит у самой компании, и как они делают контент, и вот это вот всякое. Это нужно будет проговорить, чтобы донести, так сказать, до вас информацию. И начнем с того, то, что я очень люблю фронтиров, и очень люблю Elite Dangerous. Да, мне не дали партнерку, хоть я сделал свыше 1000 видео. Обидно, но не так, чтобы эта обида перешла в ярость в их сторону. Посмотрите, кстати, кому они дают партнерку и какой у них контент. Начнем издалека. Перед тем, как стартовала Одиссея, фронтиры в своих видео показывали, как будет идти геймплей. И выглядело все просто шикарно. И, конечно же, на релизе не было того, что они нам показывали. После чего в Стиме просто начали рушить рейтинг данной игры. Из-за того, что преподносили разработчики, не являлось тем, что вышло в действительности. И с момента релиза Одиссеи у нас было 14 уже обновлений, которые многие переносились, но это не суть. Эти 14 обновлений являются, не то чтобы обновлениями, а патчами, которые фиксят различные проблемы, которые появляются до сих пор. И самое прекрасное, то, что когда Одиссея релизнулась, она была довольно пустая и сырая, и со временем стали вводить различный контент туда. И это довольно странно. Когда вы покупаете DLC какой-то игре, это уже сделанное DLC, а не то, что его почти 2 года добавляют различными обновлениями, чтобы вводить новый контент. Это довольно странный подход, который многим не нравится. И вот эти вот все обновления, патчи привели к тому, что фронтиры запустили стрим. И даже у фронтиров на стриме крашнулась игра с ошибкой Blue Cobra. Вот так вот. Хорошо фиксит. Учитывая то, что ничего особо нового не происходит, и есть другие различные игровые проекты, тот же самый Starfield, Star Citizen, No Man's Sky и так далее, происходит довольно большой отток игроков из этой игры на протяжении, наверное, всего времени, как вышла Одиссея. Потому что люди расстроены. И им не нравится то, что вышло. И выходит. Но это еще не все. Фронтиры вроде как хотели делать на консолях нового поколения доступ к Одиссее. Ничего не вышло. Они отменили эту затею. И большое количество людей, которые играют на консолях, было расстроено. Потому что, как-никак, до этого элитка была доступна на консолях. Обычная. А Одиссея нет. Под каким-либо видео у меня на канале читал комментарии, то, что игра мертва, я ушел туда-то, ушел сюда-то, я не могу больше это терпеть, они ничего не вводят и прочее, прочее, прочее. 4000 довольных, 10 нытиков. Вот так фронтиры ведут свои стримы. Да, если им написать то, что им не нравится в чат, вам кинут мут. Типа, новые корабли, может быть, что-нибудь новое ведете? Почему вводите одни окраски? Где новый контент? Мут, 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 мут. По крайней мере, так было, когда я смотрел этот стрим. Я думаю, вы были тогда со мной, на моем стриме, и мы смотрели стрим разработчиков. Было очень некрасиво с их стороны. Как они ведут стрим дальше? Под названием Frameshift Live. Разработчики там присутствуют редко. Там обычно находятся комьюнити-менеджеры, которые не читают чаты, общаются между собой, обсуждают различные темы. И в основном это темы — это окраски новые, твич-дропсы, скриншоты игроков и видосы от игроков. Что-то новое там услышать, прям тяжело. Были некие такие пощупывания, легкие заигрывания с нами, когда выкладывали треугольничек из синих ММДемсов. Но дальше дело не пошло. Может быть, пойдет в 15-м обновлении. Может быть. Да, я понимаю, игра живет своей жизнью. Это книга, которую мы можем читать и участвовать в ней. Но ни на что наши старания не влияют. У фронтиров есть план, они его придерживаются. И придерживаются, да, но
Контент вводится очень-очень редко, а сюжет двигается очень-очень долго. Сейчас приведу некоторые примеры. Система HIP 22460 планета 10B, там, где было запущено супероружие Proteus Wave. И эта шапка огромная висит там до сих пор, и в новостях Галнета и прочее вообще забили на это, никакой информации касательно этой штуки нету, просто все. Она есть и все. Что там происходит, неясно, никаких сюжетов вокруг ее нету, по крайней мере сейчас. Либо давайте возьмем неопознанную реликвию, которую мы смогли получить после, собственно, запуска супероружия Proteus Wave. Профессор Ишмаэль Палин и Рэмта обнюхивают ее до сих пор. Никаких новых модулей на основе этой технологии нету. Касательно новых модулей, нам вводят новые АИ-пушки, которые просто улучшенные старые. Нам вводят антикоррозийный отвод, который работает как теплоотводная катапульта, грубо говоря. Нам вводят... Ну что еще даже я не знаю сказать. Стабилизатор антиинопланетного вооружения. Окей, хорошо, новый модуль. Но как бы и до этого с торгоидами нормально справлялись. То есть получается у нас конкретный застой. Но давайте поговорим о том, что фронтиры, так сказать, привносили. 2022 год. Как они и говорили, самое грандиозное, что будет введено в этот год, это, конечно же, интерьеры флотоносцев, которые ввели непонятно зачем. Да, приятно. Больше погружения в игру. Но, так сказать, как такового нового геймплея мы там особо-то и не получили, кроме бармена, где можно обменивать материалы. И то, это было введено не сразу. Да, там появился торговец, космоверф. Да, можно сдавать биологию, но это можно было бы и не делать, как по мне. Это как те самые интерьеры кораблей, которые все очень хотят. Но если их ведут, и они будут такие же пустые, как интерьеры флотоносцев, будет еще хуже. Как по мне. Лучше пусть вводят новые корабли. И ничего такого особо важного за 2022 не происходило. 2023 обещал быть великолепным, потому что фронтиры опубликовали у себя, если не ошибаюсь, в ноябре-октябре на стриме такую вот картиночку, где было написано K-Future Overhaul. Типа глобальная переработка, чего не ясно. И это должно было быть в начале 2023 года. Это не БГС с торгоидами, друзья. Это совсем не он. Потому что фронтиры прямо написали то, что эта штука будет не скоро. Будет примерно известно, что там они вообще будут с ней делать в конце 2023 года. Сейчас в игре что у нас появляется с довольно порядочной периодичностью? Это шкурки, это внешняя навеска на ваш корабль, которую вы не видите, пока не будете делать скрины. Почему они это делают, не знаю. Видимо, покупают нужные деньги. Но они не делают внутренние. Вот представьте, сейчас была бы другая краска у того же самого Крайта, который вы сейчас видите на протяжении всего видео. Мы это хотя бы видим. Либо у вас будет каттер, обшитый розовым бархатом. Ну, что-то такое. Не делают. Просто тупо рисуют и клепают шкурки нон-стопом. И, конечно же, делают на них скидки. Чтобы люди покупали. И таким вот образом люди просто уходят из этой игры, потому что, ну, ничего нового не происходит. Это игра, в которую можно зайти там раз в год, получается, посмотреть, что новое ввели, и уйти снова из нее в другой проект. И это, как по мне, очень-очень плохо для фронтиров. И для их компании, и для самой игры, собственно. Но это как бы еще не все. Фронтиры делают у нас и другие игры. И в этом есть очень большая проблема. Проблема связана не с тем, что они тратят деньги, рабочие часы вот на другие игры. Нет, это прекрасно. Это еще позволяет зарабатывать им деньги. Но вот история с Формула-1 менеджер, которая стартовала недавно, рушит это все дело. Фронтиры решили сделать так же, как и с элиткой. Типа сделать на авось, забить, типа и так сойдет, и нормально. People не схавал. Людям, которые покупали эту игру, это очень не понравилось. Фронтиры закончили поддержку данной игры через 2 месяца, как она вышла. Круто, правда? Различные статейки, я, наверное, показывал вам картинки и так далее. Если что, в описании под видео, может быть, кину определенную статью на эту тему. Либо загуглите Формула-1 менеджер и Frontier Developments. И там у вас вылезет орава статей на эту тему. И вот все это вкупе не понравилось не только игрокам. Ладно бы только игрокам. Ладно бы только фанатам. Нет, это не понравилось еще и инвесторам. Акции фронтиров рухнули. И рухнули капитально. Очень сильно. Что ставит просто под вопрос, будет ли данная студия функционировать дальше. Здорово, правда?
Я не знаю, знали вы об этом или нет, специально все долго и подробно рассказываю и показываю, чтобы донести до вас. Донести до вас свои вот эти вот негодования, которые я высказываю, название видоса, которые вы говорите кликбейт, не кликбейт. На деле-то у нас получается то, что все очень плохо, на самом деле. И как они будут выходить из данной ситуации? Ну вот недавно, буквально на днях, было 2 цели сообщества на 5 лет в горизонтах, которые они больше не поддерживают, и даже вырезали галнет оттуда. И ЦСок там не было порядочное время, и тут они вдруг появились. После чего эти ЦСки, которые были рассчитаны на 5 лет, были закрыты довольно быстро. По крайней мере, первая, вторая еще не знаю, не смотрел. И фронтиры на следующий день, то есть сегодня, анонсируют перенос аккаунтов с консолей на ПК. Таким образом, они хотят хоть как-то поднять онлайн в актуальной версии игры и показать инвесторам то, что игра жива, то, что все хорошо. Но, мне кажется, это, если и сработает, то не так, как они хотят. Им сейчас нужно, как по мне, либо зарабатывать деньги на других играх и закрывать элитку, либо вкладывать в элитку. Но как это будет выглядеть, я вообще без понятия, потому что мы видели за все это время, как фронтиры у нас очень долго вводят новый контент. Когда у нас был введен предыдущий корабль? 4 года назад, если не 5. Это я говорю про Мамбу и Крайт. Забавно, правда? При этом мы все знаем эти волшебные истории про Пантер Клиппера. Где-то засветилось еще Мамба Лайт, одноименные видео есть на канале. Просто Пантер Клиппер напишите, либо Мамба Лайт на канале, и там вылезет видос. И по сети гуляют люди, которые говорят то, что фронтиры делают наземные базы, сможем строить наземные базы, вот это все. Звучит-то красиво, но все это опирается, как я понял, на сливы датамайна. Но я их что-то вообще нигде не видел. Накидайте мне ссылки на это дело, только на нормальные сливы, а не то, что это написано в какой-то группе в ВК и просто тупо картинка. Какой-нибудь там форум фронтиров, либо Reddit. Будет приятно почитать и посмотреть, потому что если они ведут наземные базы, это будет прекрасно, это будет новый контент. Но прикол в том, что, зная фронтиров, он будет пипец как долго расшатываться. Но от момента введения до введения чего-либо конкретного, чтобы можно было там делать. Типа ведут, можно строить. Строим силовую и сидим, радуемся. Потом строим, не знаю, производственную мощность какую-то, сидим и радуемся. А то, что производим, девать некуда, ну и так далее. Давайте, не знаю, вспомним про то, как фронтиры фиксили у нас приколы с различными инженерами. До сих пор есть проблемы с получением допуска к инженерам и не к одному. Как они фиксили торговецкие зоны конфликта на протяжении всего времени, как они были введены. Этот список можно продлевать до бесконечности. Если они не изменят отношение к данной игре, то это будет, очень-очень грустно для этой игры. И для фронтиров тоже, потому что приток денег для их компаний, где им брать, я вообще без понятия. Я, конечно, не финансист, не экономист, но когда я вижу то, что акции падают вот так, желание инвестировать в данную компанию как-то пропадает, знаете ли. Им сейчас нужно на чем-то выезжать. Будут выезжать на планете зоопарка? Planet Zoo, Jurassic World Evolution, возможно. Будут выезжать на элитке? Очень маловероятно. Потому что а зачем? И так все работает. Люди и так покупают арксы. Как я и говорил, 4000 людей довольны и 10 нытиков. Много чего, наверное, я пропустил из плохого. Может быть, и даже забыл. Так что, если что, дополните то, что я тут говорил, в комментариях. Забрасывать данную игру я не планирую. Стримы по ней будут, видео по ней будут. Но видосы, естественно, как что новое появится, сразу будут на канале. Как всегда это и было. В ближайшее время будет ивент 15 апреля, когда у меня будет день рождения. С розыгрышем 2 миллиардов. Там призовые места с 1 по 5 будут. Подробный анонс этого будет на днях. И отдельно я выпущу правила того, как все это будет происходить. И это, конечно же, будет отображено на календаре ивентов у разработчиков на сайте. Надеюсь, получится это сделать. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасно. В описании под видео всевозможные ссылочки, социальные сети, плейлисты и помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.